Друзья и зрители своего канала приветствую, и в преддверии новогодних праздников я снова хочу поделиться с вами еще одним рецептом десерта. Это выпечка в духовке. Называется это рулет с маком. Наверняка вы помните, такие бывают в продаже. Для этого я взял 1 стакан мака. Он у меня суховатый, поэтому я его решил сначала сварить. Залил его горячей водой и поставил минут на 15 вариться. Затем я отбрасываю его на дуршлаг, ситечку. Лучше всего отжать лишнюю влагу из мака при помощи марли. Замачиваю на некоторое время изюм, если он суховатый. Одно яйцо делю на белок и желток в разные тары. Белок нам понадобится для добавления в начинку для рулета. Желтком будем смазывать сам рулет, когда уже мы его сделаем. Итак, выложил белок, 2 ложки меда и 4 ложки десертные сахара. Добавил в мак сваренный и сюда же изюм, после того, как я слил с него воду и он уже немного подсушился. Все это тщательно перемешиваю. И таким образом начинка готова. На припыленную поверхность я выкладываю приготовленное в хлебопечке тесто. Это сдобное дрожжевое тесто. Как оно готовится, ссылочки наверху я вам оставлю. В одном из моих роликов предыдущих есть, как я его готовлю. Если вы хотите сделать целиком, то тесто не делите. Я сделал 2 рулета, разделил его, раскатал и потом сверху поверхность смазываю тщательно растопленным сливочным маслом и выкладываю часть начинки. Для того, чтобы не высыпалась начинка, я отступаю где-то сантиметра 2 от краев прямоугольно раскатанного теста. И затем сворачиваю это в рулет. И делаю его в виде подковы, потому что я привык видеть рулеты с маком именно вот в таком виде. Частенько его продают в виде подковы. Я тоже сделал его в виде подковы. Затем на противень, постеленный пергаментом и смазанный растительным маслом, переношу обе эти подковы подготовленные и яйцо, желток яйца, как я и говорил, перемешиваю по объему 1 к 1 с молоком и смазываю этой молочно-желтковой смесью поверхность своих рулетов. На разогретую до 200 градусов заранее духовку ставлю на 20-25 минут. Как только зарумянится, десерт будет уже готов, он испекся. Вот так он выглядит в разрезе, красивый, к чаю, очень вкусный десерт. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ролики. Ставьте лайки, если этот рецепт и этот ролик вам понравился. Ну и как всегда я вас прошу, делитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах. До новых встреч!